Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать в стартовый курс проекта «Уроки медитации». Это видео самое ключевое, самое главное, потому что здесь я объясню базовую технику медитации. С ней вы будете медитировать. Это очень большое, очень мощное приобретение для жизни, потому что эта техника много-много раз пригождается. Ну и если вы решитесь ее использовать регулярно, на регулярной основе медитировать, она, конечно же, очень позитивно преобразит вашу жизнь. А вдобавок к этому видео есть еще несколько уроков, которые тоже я рекомендую посмотреть. О двигателе медитации, почему используется звуковая медитация, почему используется звук на санскрите, который называется мантра. Потом видео, объясняющее теорию медитации. Потом видео, объясняющее, как лучше медитировать, как расслабляться, использовать или не использовать музыку. Вот это добавочное видео. А сейчас я хочу сосредоточиться на объяснении техники, как правильно медитировать. Вкратце, медитация – это глубокое размышление, и она использует принцип «о чем ты думаешь, тем ты становишься». Поэтому мы хотим что достичь в жизни? Мы хотим развития, эволюции, расширения разума, не сужения, не сжатия. И в медитации нужно достичь двух вещей. Первое. Нужно отключить ум от ограниченных объектов, от того, чем мы быть не хотим. То, что нас делает маленькими, обусловливает нас, останавливает наше развитие и расширение. И соединить разум с бесконечной идеей. Медитировать на бесконечность, размышлять о бесконечности. В медитации несколько процессов. Первый аспект – это поза. Вот примерно так, как я сижу, может быть, это слишком круто для начала. Сидите в любой позе со скрещенными ногами. Ключевой элемент – спина должна быть прямой, максимально прямой. Подкладывайте подушечки, подкладывайте разные валики для того, чтобы удобно устроиться. Сделайте, натяните спину. Глаза закрыты, язык сложен во рту пополам. Будет отдельный специальный урок, посвященный позе и как позу осваивать. Какие растяжки делать, как разогревать тело. Вот, сейчас этого достаточно. Садитесь со скрещенными ногами, прямая спина, глаза закрыты, язык подверните. Нижняя сторона касается твердого неба. Дальше. Дальше нужно использовать воображение. Для чего? Для того, чтобы отключить органы чувств от внешнего мира. То есть мы постоянно связаны с нашей средой, с нашим окружением. И среда на нас обусловливает. То есть я сижу вот сейчас в горах. Очень здорово. Очень благоприятное воздействие на мой ум. Эта атмосфера производит. В другой раз я сижу в автобусе. В третий раз я сижу у себя дома. В четвертый раз я сижу дома у своего друга. Где-то я сижу там в библиотеке или еще где-то я сижу. И каждый раз я чувствую, что среда оказывает на меня воздействие. Так или иначе, атмосфера, то, что вокруг меня, оно форматирует мой ум, ограничивает его. Поэтому что мне нужно сделать? Мне нужно при помощи воображения. Мой мозг на самом деле воспринимает воображение так же, как реальность. При помощи воображения мне нужно остановить деятельность органов чувств и потом отбросить это воображение тоже. Когда-нибудь вы читали книгу и зачитывались таким образом, что вы уже больше не читаете книгу? То есть читали, какая-то сцена вас впечатлила, и воображение начало ее развивать. И потом вы замечаете, что вы уже не видите строчки и слова. То есть вы настолько погрузились вот в это видение. Вот то же самое здесь в медитации происходит. Поэтому что делаем? Вы представляете себя в каком-то очень красивом месте. Это может быть вершина горы, это может быть берег океана, это может быть пустыня, это может быть какая-то зеленая поляна. Все, что вам вдохновляет. Представляете какое-то красивое, большое природное место. И вам нужно достигать двух ощущений. Первое. Пространство огромное. То есть, куда бы мое внимание ни пошло, ничто его не остановит.
большое пространство. Я могу беспрепятственно расширяться. Второе, я там сижу один. Нету больше никого. Я абсолютно один. Вот и визуализируйте, визуализируйте. Ум будет убегать от этого процесса. То есть ум будет хвататься за маленькие дела, что-то там не доделали, что-то вы хотите проверить, какой-то там звук и так далее. И он все время будет бегать к этим вещам. Но вы спокойно, очень терпеливо сидите и опять ум убегает, а вы возвращаете его обратно к объекту вашей концентрации, к объекту медитации. И постепенно выстраивается это ощущение. Да, я сижу один в огромном пространстве. Это очень здорово, это очень спокойно, это очень блаженно. Я просто сижу один, никому ничего не должен. Просто сижу. И вот просто сижу и дышу, и это уже здорово, это уже приятно, это уже счастье. Когда вы удовлетворены качеством своего воображения, переходим к следующей фазе. Отбросьте воображение, перестаньте его воображать. Переключите внимание на дыхание. И наблюдайте за тем, как воздух заполняет ваши легкие. И как вы выдыхаете, как воздух выходит из легких. Почувствуйте, как это приятно просто дышать. Вот вы делаете вдох. И это уже божественно. Наблюдайте за дыханием. Когда вы будете наблюдать за дыханием, вы забудете о внешнем мире, вы забудете о своем теле. Останется только процесс дыхания. Вот эта вот струйка дыхания. Вдох и выдох. Мы выполнили первый этап медитации. То есть мы отключили внимание от ограниченных объектов, от внешнего мира, от ощущений своего тела. Теперь мы переходим к медитации на бесконечность. В качестве ядра двигателя медитации используется мантра. Мантра – это особенный звук. Его звукосочетания санскритские так выстроены, что сама вибрация этого звука, она поднимает ум. Я проводил много раз этот эксперимент. Я пел мантру людям, которые не знают. Много-много раз, когда я лекции провожу, я говорю, давайте, я что-нибудь попою, а потом вы скажете. И даже не понимая значения, но когда люди концентрируются на звуке, они испытывают эффект. А эффект – возвышение ума. Возвышение ума значит трансформация эмоций, трансформация мыслей, тяжесть, страх, тревога и так далее. Вот эти вещи, они потихонечку вытесняются светлым чувством, ощущением легкости, ощущением расширения. Вот мантра. Ман значит разум. Тра – то, что освобождает. То, что освобождает разум. Это особый, мощный звук, специально созданный для целей медитации. Мантру, которую мы будем использовать, это универсальная мантра, и она звучит так. Баба нам кевалам. Посмотрите на экран, сейчас выводится здесь. Баба нам кевалам. 3 слова. Она означает высшее сознание – это все, что есть. Позже, на 6-м уроке, я вам объясню детально идеацию мантры. Сейчас достаточно будет. Высшее сознание – это все, что есть. То есть и я – высшее сознание, и все, что вокруг меня – это все высшее сознание. Теперь вот эта вот фраза «высшее сознание», она очень абстрактна для людей. Что за высшее сознание такое, я не знаю, нет у меня такого представления. Поэтому нужно использовать менее абстрактные идеи. Для начала это хорошо. Высшее сознание – это много разных вещей. Это с одной стороны, то есть, когда йогин соприкасается с этой реальностью в своей медитации, как он это описывает? Он говорит, это любовь. Очень сильная, глубокая любовь. Это радость. Это абсолютный покой. И вот вы можете подходить к этой идее через вот эти идеи, понятные идеи. Вы все испытывали радость.
Вы все испытывали любовь. Вы все испытывали покой, так или иначе. Радость – это все, что есть. То есть сначала просто повторяем мантру. Начинаем проговаривать ее внутри себя. Баба, нам, кевалам. Проговаривайте и концентрируйтесь. Концентрируйтесь на звуке мантры. Баба, нам, кевалам. Слушайте ее. Пусть она звучит, наполняет своей вибрацией разум. Некоторое время концентрируйтесь. Старайтесь несколько раз подряд мантру проговорить, и при этом, чтобы ум никуда не убежал, не оторвался. Сфокусируйтесь, сосредоточьтесь. И когда вы чувствуете, когда вы видите, что я сейчас только мантру повторяю, я сосредоточен на ней, посторонние мысли ушли, переходите к идеации, то есть к созданию идеи. Радость – это все, что есть. Дай-ка я это прочувствую. Внутри меня есть только свет, внутри меня есть только радость. Снаружи меня тоже и только радость. Повторяю мантру. Мантра – это как напоминание. Это как бинокль, через который мы смотрим на Луну. То есть при помощи этих звуков ты говоришь слово «велосипед», например, и у тебя образ возникает велосипеда. И идея велосипеда, что он там, этот велосипед, делает. Вот так же и здесь. Ты проговариваешь мантру, и тебе нужно просто заложить вот внутри себя это понимание, что с каждым проговариванием мантры я хочу вот это чувство уловить. Радость – это все, что есть. Я становлюсь радостью. Как это быть радостью? Как это быть счастьем? И вокруг меня тоже есть только это. И постепенно, когда ты вот с каждым повторением мантры, с каждой вот этой вот идеей, которую ты внутри себя пробуждаешь, ты как бы растворяешься, ты превращаешься в одно единое целое. Есть поток радости, и ты как маленький ручеек вливаешься в этот поток. Либо ты заходишь со стороны любви. Ты любишь кого-то в жизни, родителей, детей, жену, мужа. Вот возьми это чувство, вот теплое чувство в своем сердце, и умножь его во много-много раз. Я есть чистая любовь. И вокруг меня есть только любовь. Каждый атом этой вселенной, он любит меня. И я люблю каждый атом этой вселенной. Вот это вот чувство. Есть только любовь. И постепенно медитируй, размышляя о том, что вся структура твоего тела, весь твой ум, все это растворяется, сливается и превращается в чистую любовь. То же самое покой. Разве я знаю, что такое покой? Разве я знаю, что это такое? Когда-нибудь я переживал? Не всегда он полный. Дай-ка я сделаю так, что ум мой успокоится, и я достигну идеального штиля. Ну-ка, где эта тишина? Ну-ка еще разок. Ну-ка еще разок. И с каждым повторением мантры ты вот это вот чувство пытаешься уловить. О чем ты думаешь, тем ты становишься. Это закон нашей психологии. Если ты думаешь негативно, постоянно кого-то критикуешь, осуждаешь, ты перенимаешь качества, которые ты критикуешь и осуждаешь. Но если ты восхищаешься чем-то, ты перенимаешь качества, которыми ты восхищаешься. Так же и в медитации. Когда ты проговариваешь мантру и вот эти вот идеи пытаешься поддерживать, Баба нам кевалам, высшее – это все, что есть. Любовь – это все, что есть. Как это быть любовью? Как это быть радостью? Как это быть покоем? Ты размышляешь об этом. Потихонечку они начинают эти идеи тебя пропитывать. Потихонечку они активируют, включают те элементы нервной системы и те элементы нашей системы желез, эндокринной системы, которые никогда не были задействованы. И мышление твое начинает превращаться в позитивное мышление. Ты помедитировал и забыл, но в течение дня другой заряд. То есть под другим влиянием ты живешь на другой волне абсолютно. Итак, сели в позу, сложили язык, закрыли глаза, расслабили все тело. Сидим. Сначала просто почувствуйте, как это здорово сидеть, дышать и ничего не делать. Скажите себе, вот следующие 10 минут
Вот не нужно мне ничего делать. Все мои дела, они очень важные, но через 10 минут. Они подождут. Заведите себе таймер, чтобы не бояться, что ой, я тут, может, просижу сутки и свои самые важные, важнейшие, супер-супер актуальные дела не сделаю. Ты знаешь, что 10 минут не повлияет на твою занятость, но зато повлияет на твою эффективность. И как следует, вот в эти 10 минут отдайся этому процессу. Да, это все важно, я к нему, я вернусь к этому через 10 минут. Просто сижу. Это мое время. Я 10 минут могу быть в покое. Дальше. Визуализируешь. Идеация большая. Я сижу в красивом месте, на вершине горы. Или это пустыня. Или это берег моря. Как мне нравится. Место очень большое, и я там один. Дальше. Переключаю внимание на дыхание, забываю о внешнем мире. Нет больше никакого воображения. Я просто слежу за вот этой струйкой дыхания. Делаю вдох, делаю выдох. Ощущаю, как это приятно просто дышать. Дальше. Начинаю проговаривать мантру. Баба, нам, кевалам. Концентрируюсь на звуке. Мантра звучит внутри меня. Резонирует. Дальше. Я удовлетворен тем, что я сосредоточился только на звуках мантры. Дальше я начинаю создавать идею. Высшее сознание – это все, что есть. Как это быть любовью? Как это быть счастьем? Дай-ка я это прочувствую. Дай-ка я это переживу. Снова мантра. И снова ты это чувство пробуждаешь. Снова мантра. И снова, и снова, и снова. И ты сидишь и повторяешь, повторяешь, и повторяешь, и повторяешь. До тех пор, пока ты не удовлетворишься. Скажешь, окей, я сегодня хорошо помедитировал, нормально. Я рекомендую вам начать медитировать 2 раза в день. Вот это ваше домашнее задание. В этом курсе я буду выдавать домашние задания. Ваше домашнее задание – установить себе правило 5 минут. 2 раза в день я буду медитировать, даже если это 5 минут. Конечно, хорошо, если вы сидите 15 минут, 20 минут. Это хорошее время. Однако, если вы себе установите такой стандарт, то ум будет находить отговорки. О, что-то я устал, что-то мне некогда, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Он очень изобретательный ум по части отговорок. Но когда вы знаете, что вам всего лишь есть задача 5 минут сделать утром и вечером, отговорок нет. Вы знаете, что 5 минут вы всегда найдете. И вот 2 раза в день на текущем этапе больше, чем интенсивность, важнее регулярность. То есть вы регулярно садитесь и регулярно что-то там чувствуете. Может быть, немного, там не супер какие-то откровения, но что-то, вот какое-то чуть-чуть прикоснулись к покою, чуть-чуть прикоснулись к радости. Постепенно вы начнете видеть ценность медитации. Вы начнете видеть, что вот я помедитировал, и моя жизнь-то совсем другая, мой день-то совсем по-другому идет. Ну и потом, когда ты видишь эффект, когда ты видишь результат, тебе хочется делать больше и лучше, и больше времени выделять, и более интенсивно. Поэтому примите вот это правило 5 минут и начинайте медитировать. Это ваше домашнее задание, это техника медитации. Ну и в дальнейшем, на следующих уровнях я объясню вам множество способов, как улучшить концентрацию, как улучшить свое самочувствие. Так что проходите курс, пройдите вот эти 10 занятий. Это будет очень-очень конструктивно. Посмотрите также видео о том, как работает наш сайт, как использовать наши инструменты. Вот. И в следующем видео мы поговорим о концентрации, о сущности медитации, как развивать самую-самую драгоценную способность внутри вашего ума. При помощи этой способности все свершения делаются. Вот есть у человека концентрация, есть вот эта вот личностная интенсивность. Он способен на все. Он может всего достичь, во всем преуспеть. Нет концентрации. Все есть, а концентрации нет. И ничего нет тогда. Поэтому поговорим об этом. Я вам объясню именно сущность процесса медитации. Ну а так смотрите добавочные видео и практикуйте эту технику.
Все. Спасибо большое. До следующей встречи.